Мы привыкли, что на водопой животные могут подвергнуться атаке крокодилов. Ну а как вам такое? Просто невероятная атака питона. Питоны широко распространены в Азии и в Африке, и поэтому пути их могут пересекаться с леопардами. Ягуары любят полакомиться еще одной гигантской змеей – анакондой. Если змея небольшая, то особых проблем поймать ее нет. Но вот если экземпляр гигантский, то такая встреча может доставить много проблем для ягуара. Огромная анаконда пытается спастись в воде от атак черного ягуара. Ей это почти удается, но ягуар в последний момент хватает ее за хвост и тащит на берег. Кошке приходится нелегко, так как анаконда может весить до 70 килограмм. К тому же она сопротивляется. В итоге змее удается ускользнуть, и теперь она находится в своей стихии. Ягуару нужно бы отступить, так как в воде шансы на победу у анаконды значительно повышаются. Там она гораздо проворнее. Но ягуар не из трусливых. Кажется, что кошка совершила большую ошибку, ведь анаконда уже начала обвиваться вокруг морды хищника. Однако каким-то чудом черный ягуар сумел выбраться, а затем все же вытащил змею на суше и одержал победу. Питон – это одна из самых больших змей на планете, по длине даже превосходящая анаконду. Он славится хорошим аппетитом и способен проглотить практически все, что угодно. Этот скальный питон вышел на охоту. Он еще молодой и только учится, как правильно хватать жертв. Конечно, тренироваться нужно на чем-то маленьком, и он заметил грызуна. Мышка пуглива и убежит при малейшем шорохе, поэтому питон крадется беззвучно. Удар был хорош, питон сделал все правильно. Но у него есть проблема. Его зубы еще недостаточно большие и не могут удержать жертву. Он пробует снова и снова. Но результат тот же. Прошло немного времени, и питон снова выходит на тренировку. Его зубы немного подросли, и настало время опробовать их в деле. Точная атака и мышка в цепких зубах. Питон обвивается кольцами и приступает к поеданию добычи. Чем больше размер змеи, тем на более крупную жертву они ведут охоту.
Этому скальному питону 8 лет, и за эти годы он прекрасно научился охотиться. Он плохо видит, но хорошее зрение ему не требуется. Чешуйки на его губах имеют термочувствительные рецепторы, и он различает жертв примерно вот в таком виде. Эта жертва слишком маленькая, эта слишком большая, а это в самый раз. Кролик пришел на капустное поле, чтобы полакомиться, но капуста – это идеальное укрытие для питона. У кролика отличный слух, не зря у него такие большие уши. Но питон двигается бесшумно. Быстрый бросок, и через минуту кролик оказывается в желудке змеи. Взрослый скальный питон может вырастать до 6 метров в длину. Он хорошо лазает по деревьям и отлично плавает. Для таких крупных особей и добыча должна быть соответствующей. На водопое ему удалось поймать антилопу. И теперь он начинает сжимать ее в своих смертельных объятиях. С каждым выдохом антилопы кольца сжимаются все сильнее. Вскоре жертва не сможет дышать и умрет от удушья. Затем питон начнет заглатывать жертву, начиная с головы. У змеи сильный желудочный сок, который переварит все без остатка. Плотно покушав, змея может не есть около года. Питоны – самые длинные змеи на планете. Сетчатый питон может вырастать до 7 метров в длину и более. Это водяной питон. Он не такой большой, вырастает лишь до 4 метров в длину, но представляет большую опасность для некоторых видов животных. Только что прошел дождь, и настало идеальное время для охоты. В этой местности обитает ракалли, водяная крыса, которая тоже вышла поохотиться. Она ловит лягушек и ракообразных, выбирается на сушу и там их ест. Питон почуял ракалли и подобрался на расстояние атаки. Водяная крыса сжимается в мощных тисках. С каждым ее выдохом питон сдавливает ее все сильнее, пока окончательно не задушит. Осталось ее проглотить. И когда дело сделано, питон ищет безопасное место, чтобы переварить добычу. А это настоящий король среди змей. Он, конечно, не такой массивный и тяжелый, как анаконда, но по длине он ее превосходит. Сетчатый питон – самая длинная змея на планете. Последний раз он ел год назад, и пришло время снова перекусить. Ему нужно выбрать добычу покрупнее, чтобы продержаться еще год. Молодой олень прекрасно подойдет. Передвигаясь практически бесшумно, питон подобрался на расстояние удара. Проглотить такую крупную добычу задача не из легких и занимает некоторое время. После проглатывания тело питона раздувает, и передвигаться становится сложнее. Ему нужно добраться до воды,
Там двигаться и переваривать пищу будет легче. Анаконда. Она огромна. Из-за своего массивного тела она почти все время проводит в воде. Иногда анаконда выползает на берег, чтобы погреться на солнышке. Бывает, что она даже забирается на нижние ветви деревьев. Одним из любимых лакомств анаконды является капибара, самый крупный грызун на планете. Размером он может достигать более метра в длину и весом под 60 килограммов. Одна такая особь надолго утолит голод анаконды. Обычно змея охотится из засады, но уж больно лакомые кусочки пасутся неподалеку. Она не спеша подкрадывается к ним, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть. Быстрая атака, и капибара в цепких объятиях анаконды. Змея обвивается вокруг жертвы и сильно сдавливает ее. Настолько, что животное не может дышать и умирает от удушья. Затем змея начинает заглатывать грызуна целиком. Проглотив жертву, анаконде нужно какое-то время спокойно полежать, чтобы переварить пищу. В такие моменты выглядят они особо огромными. Но не всегда им удается спокойно переварить пищу. Вездесущие люди могут помешать этому событию. Например, эта анаконда съела нечто настолько большое, что ее тело раздулось, и она даже не смогла занырнуть в глубину, чтобы спрятаться от рыбаков. Люди, естественно, этим воспользовались и даже потаскали ее за хвост. Видно, что анаконда имеет невероятные размеры. Измерить ее, конечно же, не удалось, но змея очень большая. Ну а вот эту анаконду измерить удалось. Она была необычайно огромна и сильна. 4 взрослых мужчин с трудом смогли вытащить ее на берег. Там они ее измерили, и результаты поражают. «5 метров 70 сантиметров». Столкновения питонов и аллигаторов, хоть и не часто, но все же иногда случаются. Вообще питон любит полакомиться детенышами аллигаторов или некрупными особями. Но если аллигатор крупный, то между ними возникает битва. Аллигатор треплет змею в своем стиле. Ей больно, и она даже пытается укусить обидчика. Но прокусить броню рептилий змее не под силу. Тогда змея накидывает кольца на аллигатора, чтобы задушить.
Неудача, и змея отступает. Ну а вот как поступает питон с аллигаторами, которые меньше его по размеру. Он не имеет яда и поэтому сначала душит жертву, обвиваясь вокруг тела кольцами и сильно сдавливая ее. Затем он проглатывает уже мертвое тело целиком. Но аллигаторы во время стресса могут замедлить частоту биения сердца до 1 удара в минуту. Аллигатор становится вялым и малоподвижным, но он не умер. Змея же думает наоборот и начинает проглатывать его. Внезапно аллигатор просыпается. Этими движениями он может повредить внутренние органы змеи. Но питон уже начал процесс заглатывания, и он не отступит. А вот этому питону не повезло. Аллигатор проснулся уже проглоченным и в панике начал биться в конвульсиях. Это было настолько сильно, что он пробил тело змеи изнутри и даже сумел протиснуть голову. Однако на большее сил не хватило, и аллигатор все же умер, убив также и змею. Просто удивительно. Это гремучая змея, свирепая и грозная. Гремучей ее назвали потому, что на кончике ее хвоста кожа затвердела, и при вибрации чешуйки бьются друг от друга, создавая уникальный звук. Так змея предупреждает об опасности, пытаясь отпугнуть врага. Эта змея ядовита, а ее атаки молниеносны. Все произошло быстро, и кажется, что мышь не пострадала. Но посмотрев в замедленной съемке, видно, насколько плотно змея вонзила свои ядовитые клыки. Мышка убежала, но яд буквально через несколько секунд начнет действовать. Он обездвижит ее. Мышь обречена. А это броненосец. Удивительное существо, покрытое крепкой броней. В случае опасности он превращается в шар. В таком положении он полностью защищен от любых хищников. А вот что будет, если пути гремучей змеи и броненосца пересекутся. Если змея укусит броненосца, то ее яда, конечно же, хватит, чтобы убить его. Но этот зверек сплошь покрыт броней. Молниеносная атака змеи, но она словно пуля отрикошетила от защиты броненосца. Зверек будто и не заметил, что его атаковала смертельно опасная змея. А змея явно не ожидала такого исхода и была шокирована. Эта крысиная змея находится на охоте. Она вырастает до 2,5 метров в длину и относится к семейству ужеобразных, а поэтому не ядовита. Змея заметила мышь и уже почти добралась до нее. Однако в этом лесу, совсем рядом, охотится и другой, более ужасный хищник. Королевская кобра. Из всех ядовитых змей она самая большая и способна вырастать в длину до 5,5 метров и даже более. При укусе она выпрыскивает огромное количество яда, которого хватило бы убить 20 человек. Или, например, убить самое большое существо в этих джунглях – слона.
Она отлично лазает и забирается на дерево, чтобы сверху присмотреть себе жертву. Вот она. Другие змеи – это любимая еда королевской кобры. Тем временем крысиная змея почти добралась до своей жертвы и готова атаковать. Но неожиданно перед ней предстает сама королева змей. Королевская кобра наносит атаку и вцепляется зубами в противника. Яд начинает быстро действовать, и крысиная змея засыпает. Кобра начинает поглощать еду. Ее зубы направлены назад, чтобы было легче заглатывать добычу. Эта змея действительно выглядит по-королевски. У нее настолько сильные мышцы, что она способна подниматься на высоту 1,8 метра. То есть она может заглянуть взрослому человеку прямо в глаза, прежде чем убить его. Обитает королевская кобра в тропических лесах Юго-Восточной Азии, в таких странах как Индия, Бангладеш, Индонезия, Филиппины. В Африке есть 4 вида мамб. 3 из них зеленые, красивые и ядовитые. Но 4-я превосходит их. Она очень агрессивна, невероятно быстра и крайне ядовита. Названа так в честь своей черной пасти. Змея одинаково хорошо чувствует себя как на деревьях, так и на земле. По меркам ядовитых змей она огромна, вырастает до 3 метров в длину и очень быстра, развивая скорость свыше 11 км в час, на коротких дистанциях до 19 км в час. Яд черной мамбы очень токсичен. Его хватит, чтобы убить 10 человек. Он действует быстро, и если не ввести антидот, человек умрет. У змеи почти нет естественных врагов. Никто не хочет связываться со столь ядовитым существом. Кроме мангуста. Этот маленький зверек – настоящий охотник на змей. Он быстр, ловок и хитер. Он кружит вокруг змеи, изматывая ее. Ни одна ее атака не достигает цели. Даже если змея укусит мангуста, то не причинит ему особого вреда, так как в процессе эволюции у мангуста выработался иммунитет к яду. Это конец. Мангуст быстрым движением прокусывает позвоночник ниже затылка. Змея еще жива, но практически не может шевелиться. Мангуста теперь ждет очень сытный обед. Награда оправдала риск. Кобра – одна из самых ядовитых змей. Она наводит страх на всех обитателей в округе. Иногда она заползает на чужие территории. И их обитатели, несмотря на страх смерти, всеми способами пытаются защититься. Сурикаты окружают змею, дезориентируя ее.
Несмотря на повышенный иммунитет к яду змеи, кобра представляет смертельную опасность для сурикатов. Но их много, и змея в растерянности. Понимая всю безысходность, она отступает. Эта капская кобра слишком близко подобралась к детенышам белки. Мама бросается на защиту. Ей обязательно нужно отогнать змею. Белка вступает в смертельную битву. Змее особо нет дела до нее, и белка безнаказанно кусает кобру несколько раз. Однако укол травинки сильно напугал белку, и та отступает. Неподалеку пробегал мангуст, главный враг кобры. Змеи – любимое лакомство мангуста. Это битва реакции и скорости. Мангуст кружит вокруг кобры, ослабляя ее бдительность, но сам он всегда начеку. Здесь он совершил ошибку, подойдя слишком близко. Этот мангуст не был слишком голоден и решил просто отступить. Лягушки входят в рацион многих змей. Я покажу вам несколько видео охоты змеи на лягушку. Индия. Эта кобра движется по следам своей жертвы. Ее яда хватит, чтобы убить 10 человек. А это объект охоты змеи. Язык змеи улавливает химические сигналы жертвы. Так кобра узнает направление, куда пошла жаба. Но приблизившись, она полагается на движение, чтобы точно определить местонахождение жабы. Жаба не двигается, и змея временно ее потеряла, хотя и чует ее. Жаба ускользнула, но чувство змеи не обманешь. Каждое касание земли жабы оставляет химический след. Сколько бы она ни пряталась, кобра знает, где ее искать. Это калифорнийская краснобокая водяная змея. Она красива и обитает в болотистых лесах и лугах вблизи ручьев и прудов и питается в основном лягушками. Средние ее размеры – это примерно 100 см в длину, и она не ядовита. Сейчас она на охоте и выслеживает лягушку. Первая атака. Неудачно. Лягушка успела среагировать. Но охота продолжается, и змея двигается по ее следу. Лягушке негде спрятаться. Эта змея проникнет в любую щель. Да и в воде она чувствует себя превосходно. Еще одна атака, и лягушка поймана. Змея относит ее в более удобное место, чтобы проглотить. Процесс этот неприятен для лягушки, потому что она находится в сознании и ничего не может сделать, а ее тело с каждой секундой все глубже погружается в глотку хищника.
В 30-х годах в Австралию для борьбы с вредителями сахарного тростника завезли тростниковую жабу. Но жабу мало интересовали жуки, поедающие тростник. Эта жаба пожирала почти все, что поместится в ее рот. В итоге некоторые виды насекомых попросту исчезли. А жаба плодилась с большой скоростью, и сейчас ее популяция насчитывает несколько миллионов особей. А все потому, что у нее практически нет здесь врагов. Кожа жабы буквально сочится ядом, иммунитета к которому у животных Австралии пока еще нет. Некоторые животные предпринимают попытки ее слопать, как этот водяной питон. Но достаточно несколько секунд, как он, пораженный ядом, ее выплевывает. Гораздо меньше везет обычным лягушкам. В болотах и прудах, где они обитают, по соседству с ними существует и ловкий охотник, травяная змея или уж. Лягушки – главное блюдо в ее меню. Но поймать их порой непросто. Они убегают при малейшей опасности. Даже когда атака бывает удачной, жертва не хочет сдаваться и разгорается настоящая драма. Лягушка пытается вырваться изо всех сил. Змея не ядовита, и у лягушки есть шанс. Порой такая борьба длится несколько минут. Но, как правило, лягушка остается без сил и не может больше сопротивляться. Ее участь страшна. Она будет проглочена целиком. Тропические леса. Сколько удивительных существ скрыто в этой густой растительности. Много здесь и ядовитых змей. Это прекрасно чувствует себя на деревьях. Райская древесная змея достигает метров в длину и прекрасно чувствует себя на опушках леса, где солнце гораздо больше, чем в глубине. Почти все время они проводят на деревьях, и эволюция видоизменила их тело. Нижняя сторона слегка вогнута и позволяет более устойчиво ползать по ветвям. Но главная особенность в другом. Эти змеи умеют летать. Точнее будет сказать, что они планируют. Оттолкнувшись от ветки, змея отправляется в полет. Она расправляет ребра, делая свое тело практически плоским, и совершает движение зигзагом, так, как будто она ползет. Это дает ей возможность преодолевать расстояние до 25 метров. Так она может быстрее добраться до своей добычи. На этот раз она охотится за ящерицей. И когда все пути для отступления отрезаны,
Ящерица тоже преподносит сюрприз. Это ящерица рода летучий дракон, и у нее тоже имеется такая сверхспособность, только она вышла на уровень выше. У нее имеются широкие кожаные складки, которые она раскрывает во время полета. Так она парит гораздо дальше. Эта пещера в Карибском бассейне просто кишит летучими мышами. Более миллиона особей обитают в этой пещере. В отличие от других пещер, в которых обычно прохладно, в этой наоборот тепло. Тепло тел миллионов мышей поднимает внутреннюю температуру пещеры до 40 градусов по Цельсию. Так они экономят энергию. С приходом темноты все они устремляются на охоту. Но и на них ведется охота. Пещерный удав забрался в пещеру и готов кого-нибудь поймать. Но это сделать нелегко, когда вокруг беспорядочно летают тысячи летучих мышей. Удав полагается не на свое зрение, а на свои органы чувств. Он чувствует тепло их тел, и это выглядит примерно вот так. Змея обязательно кого-то поймает и, проглотив добычу, может не есть несколько дней. Затем она вернется сюда снова. На востоке США во многих реках водятся раки. Для защиты у них имеется твердый панцирь и мощные клешни. Местная змея питается только раками и больше ничем. Но она не в состоянии проглотить твердого рака, поэтому она ждет момента, пока тот скинет свой панцирь. Это происходит примерно раз в месяц. Скинув панцирь, рак становится мягким, как вареное яйцо. Он выглядит так же, как обычный рак, но пахнет по-другому, и змея может учуять его на расстоянии. Схватив рака, она легко его проглотит. Хамелеоны – это необычные ящерицы, живущие преимущественно на деревьях и обладающие навыками маскировки. Их уникальные глаза могут видеть на 360 градусов, то есть они видят все, что их окружает. Также хамелеоны обладают очень длинным языком, который порой вдвое превышает длину их тела. С помощью него они охотятся. Обычно хамелеоны медлительны. Но если дело доходит до драки, они становятся гораздо быстрее. А это бумслэнг, одна из самых больших древесных змей Африки. Она ядовита, и ее яд обладает гемотоксичным действием. Его хватит, чтобы отправить на тот свет любого человека. Он нарушает механизмы свертывания крови и разрушает стенки сосудов, вызывая многочисленные кровотечения. И хамелеоны – одно из любимых блюд этой змеи. И вы только посмотрите, какая битва между ними разворачивается. Такой прыти от хамелеона не ожидаешь. Он даже сумел укусить змею. Но змея тоже нанесла укус. И теперь отползла на безопасное расстояние и ждет, когда яд сделает свое дело. А тут битва уже на дереве. Хамелеон сначала неплохо защищался,
но змея смогла сильно укусить его в бок. Набрав последние силы, хамелеон кусает в ответ. Но яд делает свое дело, и силы его покидают. Ему трудно ухватиться даже за веточку, и он засыпает. Все же хамелеоны удивили. Несмотря на то, что они выступают в качестве жертвы, каждый из них огрызается и пытается доставить змее максимум неприятностей перед своей кончиной. Конечно, у них нет шансов перед ядовитой змеей, но то, как они борются за свою жизнь, вызывает уважение и, конечно же, вашего лайка. Австралия. Здесь много опасных и ядовитых существ. Это одно из них. Гадюкообразная смертельная змея, яд которой один из самых смертоносных в мире. Сейчас она охотится. Затаившись, она ждет, пока еда сама к ней придет. Эта ящерица сцинк тоже голодна, и она прочесывает местность в поисках пищи. Кажется, сцинк заметил вкусную гусеницу. Он наблюдает. А коварная змея все активнее заманивает его в ловушку. Сцинк решился на атаку. Быстрым движением ящерица была поймана. Яд быстро распространяется по телу, лишая возможности сопротивляться. Гадюкообразная смертельная змея имеет уникальный кончик хвоста, похожий на червя или гусеницу. Он служит приманкой. И участь тех, кто попался на эту приманку, печальна. Но в пустыне Хэрана встречается еще более удивительная змея. Паукохвостая гадюка. Кончик ее хвоста похож на паука. Она ловко пользуется своей приманкой, и многие птицы клюют на нее. Благодаря своему камуфляжу, змею почти не видно на скальной местности. А вот ее паучка можно заметить издалека. Змею обнаружили недавно, в 1968 году. Причем ученые, удивившись ее внешнему виду, сначала подумали, что кончик ее хвоста – это какой-то врожденный дефект или травма. Однако вскоре стали находить и других таких змей. Оказалось, что такие змеи действительно существуют, и это поражает воображение. В тропических джунглях Африки обитает, пожалуй, самая необыкновенная из всех ядовитых змей – габонская гадюка. Для змей она очень толстая и тяжелая. У нее треугольная голова с огромными клыками в пасти. Они настолько большие, что просто не умещаются во рту, и змее приходится подгибать их. Но главная странность этой змеи – это способ ее передвижения. Она двигается по прямой, как паровозик, и скорость такого передвижения очень низкая. Чтобы поймать жертву,
Габонской гадюке приходится затаиться и ждать. Порой она часами может находиться без движения. Ее камуфляжная раскраска делает ее практически невидимой на фоне опавших листьев. Несмотря на свою медлительность, атакует она молниеносно. Но одним грызуном не наешься, нужна добыча покрупнее. Эти птицы гораздо больше. Нужно лишь дождаться, когда они подойдут поближе, а ждать гадюка умеет. Удар нанесен, и яд уже начинает свою работу. Змея не спешит и лишь разминает челюсть в предвкушении предстоящего обеда. Когда все кончено, змея оттаскивает тушу в безопасное место, чтобы проглотить ее. Помните, в фильме «Дрожь земли» были огромные черви, передвигающиеся в песках? Также подобные черви, только еще большего размера, присутствовали и в фильме «Дюна». А что если я вам скажу, что на нашей планете имеются существа с подобным способом передвижения? Арабский песчаный удавчик большую часть времени проводит, спрятавшись в песок. Так он спасается от палящего днем солнца, и лишь ночью он выползает, чтобы поохотиться. Удивительно то, насколько быстро эта змея может скрыться в песках. Арабский песчаный удавчик способен спрятаться не только в песках. Рыхлая почва тоже сгодится. Вот откуда черпали вдохновение создатели фильмов про огромных червей, живущих в песках. Арабский песчаный удавчик – небольшая змея, длиной до 38 сантиметров. Она не ядовита и абсолютно безопасна для человека. Обитает в песчаных пустынях Аравийского полуострова, много их в Саудовской Аравии. Переносимся в пустыню на юго-западе Америки. В этих выжженных солнцем песках живет еще одна необычная змея. Рогатый гремучник – один из видов ядовитых гадюк. Она передвигается боком и не скользит по песку, а как бы шагает. Причем скорость такого передвижения велика и может достигать 25 км в час. Передвигаясь таким образом, змея обеспечивает себе меньший контакт с раскаленным песком пустыни. Несмотря на свою огромную скорость передвижения, гремучник не способен догнать местных ящериц, их излюбленной добычи. Поэтому гремучник закапывается в песок в местах обитания этих ящериц. Начиная с хвоста, вскоре он почти полностью скрывается в песке. Только его глаза остаются нескрытыми. Гадюка ждет. Ящерица останавливается как раз в том месте, чтобы съесть мошку. Это большая ошибка. Ящерица – это не только еда, но и важный источник воды, так необходимый в пустыне. Поев, змея закапывается в песок, чтобы переварить пищу.
Этого маленького ниндзя зовут кенгуровая крыса. Внешне он похож на крысу, а передвигается прыжками как кенгуру. Но он не относится ни к первому, ни ко второму. Весь день он проводит в своей норе. Но это не просто нора. Это сложная система, состоящая из нескольких комнат. Есть комната для хранения припасов, комната для сна и другие. С наступлением ночи крыса-кенгуру выбирается на поиски пищи. Она очень пуглива и осторожна. Семена и зерна, которые она находит, она прячет в щечные мешочки и относит к себе на склад. У такого маленького существа много врагов. Змея – один из самых опасных. Но у крысы молниеносная реакция. От любого выпада она может увернуться. Если это не удается, то в ход идут ноги. У крысы очень развит слух. Он в 90 раз чувствительнее нашего. Она услышит любое движение, а ее молниеносная реакция спасет ей жизнь. Длинный хвост помогает балансировать в воздухе, чтобы зверек приземлился на ноги. После неудачных атак змея унижена. А крыса отправляется домой.